сегодня я покажу вам, как нужно делать нормальную озвучку для вашей нормальной интересной инди-игры. Есть такая нейросеть, называется Eleven Labs. Она может генерировать вам речь из текста или изменять ваш собственный голос. Она вам сделает все по красоте. Открываем сайт elevenlabs.io и проходим на вкладку Speech to Speech. Открываем наш с вами любимый Audacity. Это бесплатный инструмент для записи звуков. И записываем речь. Вот у меня тут есть текст для Котейкина. Давайте вот эту вот бредятину озвучим. Да уж, если спалить к чертовой матери все вокруг, пока до него не добрался пожар, гореть будет уже нечему. Экспортируем куда-нибудь, находим этот файл и перетаскиваем его на Eleven Labs. Хоба. Выбираем голос, который мы хотим. Мне нравится вот этот чернокожий голос. Давайте посмотрим настроечки. Здесь у нас сейчас стоит Eleven Multilingual версия 2. Это говорит о том, что здесь 26 с лишним языков, короче. Если мы поставим на Eleven English, то у нас получится русская речь с охеренным английским акцентом. Да уж, если спалить к чертовой матери все вокруг, пока до него не добрался пожар, гореть будет уже нечему. Как вы понимаете, такое качество нам вообще не нужно, поэтому мы выбираем Eleven Multilingual версия 2. Здесь у нас есть настроечки. Стабильность, короче, отвечает за то, насколько стабильным будет звук. Обычно я ставлю стабильность на 100. Similarity — это, короче, похожесть на ваш исходный файл. Style Exaggeration — это похожесть на исходный стиль. С этим нужно играться. Если голос не получается, то надо играться, короче, с этими настройками. Это вы сами можете все испробовать на бесплатном аккаунте, о котором попозже. Тыкаем «Сгенерировать речь» и смотрим, что у нас получается. Да уж, если спалить к чертовой матери все вокруг, пока до него не добрался пожар, гореть будет уже нечему. Ну вот, получился довольно неплохой чернокожий голос у нас. Если мы хотим девушку, например, вот эту вот пищащую девочку, если вы собираетесь генерировать женскую речь, то, скорее всего, нужно сделать свой собственный голос помягче, без вот этих вот, без хрипотцы, без расщепления вот этого вот всего. Например, «Твою мать! Эти твои датчики намного опаснее, чем чертовы турели. Это уже какой-то bullet hell начинается». Кринжатина, понимаю, но потерпите, скоро все закончится. «Твою мать! Эти твои датчики намного опаснее, чем чертовы турели. Это уже какой-то bullet hell начинается». Ну вот, примерно вот так получается. Можно сделать более интересный голос, женский. Вот Элис, например, давайте попробуем. «Твою мать! Эти твои датчики намного опаснее, чем чертовы турели. Это уже какой-то bullet hell начинается». Ну, примерно вот так. Она не смогла немножко выплюнуть картошку изо рта, потому что у меня тут фоновые шумы. У меня дождь за окном идет, у меня ноутбук на взлет идет, потому что OBS пишет в параллельном процессе и все такое. Теперь по поводу платности и бесплатности. Смотрим. Есть у нас здесь subscription. У меня сейчас стоит бесплатный план на 10 тысяч символов в месяц. Я уже вот использовал 8322. Обновится эта квота через 27 дней. Но здесь есть подписка, которую можно за $5 в месяц устроить себе. Это будет 30 тысяч символов. Если вы подписываетесь на первый месяц, то это будет всего лишь $1. Будет вот такая скидка. Прикол в чем? В коммерческих целях можно использовать это дело только если у вас оформлена подписка. Но, конечно же, кто будет проверять, если у вас подписка на самом деле? Зарегистрировавшись на новый Gmail аккаунт, у вас будут свеженькие 10 тысяч символов, с которыми можно играться до посинения. Если вы хотите, чтобы я рассказал вам про модели, которые делают голос из текста, то здесь есть более интересные варианты. Пишите в комментариях чай, печеньки, и тогда я в следующем видео расскажу вам про ассет на Unity, который за единовременную плату каждый месяц будет вам предоставлять 60 тысяч символов и генерировать неплохую английскую речь.